Привет! Очень давно на самом деле я хотела попробовать эту, на первый взгляд, загадочную технику, материалы для которой мне пришли еще летом. Для начала я налила эпоксидную смолу без отвердителя, только смолу, я не замешивала еще ее, и оставила ее на некоторое время в горячей воде, чтобы она стала более жидкой. Тем временем я взялась за облака. Японцы в своих видео используют вот такую клячку. Я заказывала ее через Amazon из Японии. Когда я стала пробовать ее растягивать, как в тех видео, у меня особо ничего не получалось. Да, было какое-то подобие облаков, но это не совсем совпадало с моими ожиданиями. Но в какой-то момент у меня стало более-менее получаться, и я поняла принцип. Тогда я решила сразу попробовать и альтернативные варианты. Клячка, которую я покупала в Москве, такого эффекта от нее я не получила. Вполне вероятно, что это связано с тем, что я покупала ее очень давно. Очень, это лет 5 назад. И она лежала все это время у меня на столе, я ей периодически пользуюсь как ластиком. Но, может быть, она немножко подзасохла для таких целей, потому что стирает она по-прежнему очень хорошо. Поэтому, кто рисует, у кого тоже есть дома клячка такая серая, попробуйте ее растянуть, так же, как я буду дальше делать в видео. И напишите в комментариях, получилось у вас сделать серые тучи или она просто рвется. Потом я вспомнила, что вместо клячек еще используют мыло. Мыло в микроволновке. Мне кажется, все знают, что бывает с мылом в микроволновке, да? Поэтому тут очень важно взять маленький-маленький кусочек. Я взяла вот такой. Вот только у меня с мылом почти ничего не случилось. Разве что им воняло просто на весь дом. Этот кусочек был похож на попкорнинку, плюс подгорел внутри. Так что для меня пока единственный рабочий вариант в данной теме — это та самая оригинальная японская клячка. Я добавила отвердитель в смолу, размешала и продолжила развлекаться с этим ластиком, уже не ограничиваясь бумажками, а работая прямо на столе. Суть в том, что клячка собирается в облака спустя пару секунд, не сразу, как ее растянули. И растягивать надо лентой как можно шире с помощью больших пальцев. Я полстола ими покрыла. Дальше я разлила смолу по формам и стала укладывать облака. И тут сразу очевидно преимущество УФ-смолы перед эпоксидной. В двухкомпонентной изделия всплывают, если она не очень густая, а с помощью УФ-смолы можно все мгновенно закрепить. Более того, в эпоксидке облака начинают всплываться в центре. Чтобы этого не было, надо дождаться, чтобы она очень загустела. Ну а я стала пробовать УФ-смолу. Наливаю немного, укладываю облака и сушу. Наливаю, укладываю и сушу, и так еще несколько раз, пока не заполню весь полушарик. Когда я достала его из формы, меня ждал не очень приятный сюрприз. Пузыри. И да, бывает, вы мне говорите не ругаться на пузыри, потому что бывает, они вписываются в работу. Например, как это было в неземном перламутре, когда я использовала втирки в Трискелионах. Но это небо. В небе не может быть пузырей. Даже если это мыльные пузыри, они не долетают до облаков, и не может быть там пузырей. Они меня бесят. В любом случае, я покрыла полусферу голубой эпоксидкой, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в итоге, и дождалась затвердения. Откуда вообще берутся эти пузыри? Когда я кладу облако на слой эпоксидной смолы, под ним остается воздух и, собственно, превращается в пузырь воздуха в эпоксидке. Точно так же, как бывает с сухоцветами. Именно поэтому в видео про желудь я обмакивала сначала сухоцветы в смоле и только потом укладывала их в желудь.
Но с облаками так не получится, потому что они очень хрупкие, и их можно вот только взять, положить и все, и залить. Их не получится обмакивать в смоле, потому что тогда будет просто комочек клячки в смоле. И я попробовала без камеры медленно, аккуратненько и очень внимательно поукладывать эти облака в смолу, УФ-смолу. Но никакого результата это не дало. Пузырей было не меньше. Соответственно, чтобы не было видно этих пузырей под облаками, надо работать не с изнанки, как когда мы потом переворачиваем изделие и смотрим на него и видим то, что было внизу, как это было с полусферами только что, а сразу работать с лицевой стороны. Таким образом мы будем укладывать облака, воздух будет оставаться под ними, куда от этого деться, но мы же будем сразу смотреть на лицевую сторону, и воздух, пусть он там будет снизу, его не будет видно. В этом мне поможет вот такой кулон-контур. Я заранее сделала в нем донышко из тонкого слоя эпоксидной смолы для удобства работы с УФ-смолой, которая к таким основам лично у меня приклеивается не очень хорошо. А так уже есть донышко, и мы просто будем внутрь, как в банку, которую потом заклеим сверху эпоксидной смолой, наливать УФ-смолу. Затем я растянула японскую клячку на облака и взялась за УФ-смолу. Наливаю немного в основу, распределяю по всей поверхности и укладываю облака. Работать, кстати, лучше закрывшись от солнечного света, потому что, хоть его было и немного, пока я собирала со стола облака, у меня УФ-смола начинала слишком густеть. Сушу слой в лампе, вновь заливаю слой смолы и укладываю облака. Работать, зная, что это лицевая сторона, а не наугад, и не пытаться думать задом наперед, конечно же, намного проще и приятнее. Наверное, я слишком давно не работала с кулонами-контурами, потому что мне прям так кайфово было от того, что я сразу видела, что я делаю. Потому что эти загадки с силиконовыми формами, это, конечно, прикольно, но работать почти вслепую мне поднадоело. Пока кулон досыхает, я собрала все остатки облаков со стола. Эта клячка не оставляет никаких следов и отходит очень легко. Далее итоговый лицевой слой в этом кулоне я решила залить все-таки эпоксидной смолой, потому что, на мой взгляд, она прочнее и надежнее. Так как мне надо совсем немного смолы, я решила отмерить ее по объему, пользуясь рисочками на стаканчике, который был в упаковке. Не знаю, почему я так не делала раньше, это оказалось очень удобно. Я налила 10 мл смолы и потом еще 5 мл отвердителя до отметки 15 мл. Это, конечно, очень много для того, чтобы только покрыть этот кулон, но мне нужна была смола еще для другого проекта, который я снимала параллельно. После того, как я перемешала смолу, я оставила ее для выхода пузырьков. А потом аккуратненько залила кулон, распределяя смолу и делая небольшое стеклышко. Когда лицевой слой высох, я вновь замешала смолу и окрасила ее в голубой цвет. Кстати, да, я купила такие мисочки, они оказались очень удобными. Я сначала добавила немного красителя, но это показалось мне мало, потому что слой смолы, который я буду делать, очень тонкий. И я добавила еще немного цвета. Кстати, эти мисочки очень легко очищаются от смолы, когда смола затвердеет. Я вставила цепочку, и кулончик готов. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Ссылки на все материалы, как всегда, в описании. А я вас вот так вот люблю. Пока!